Все? Буквально 3 дня назад у нее мама умерла. Вот. Думает, что время уже кормить. Вот и просит. Подожди. Ну, еще не пришло время. А он должен быть такой худенький? Ну, как бы... уже материнской ласки нету, и как бы материнского молока нету. Вот чуть-чуть уже в весе уже теряется, можно сказать. А так мы ее выкормим, думаю. Прощение, это будущий порог? Да, уже этот порог свернулся. Желтая сыворотка. И это простокваша свернулась в творог. Вот творог. Из него я делаю сыр. Так тут маленько не влезло. Оставлю, наверное, а то они прилипнут, опять лопаться будут. Еще все ставлю. Люба, а у вас сколько детей? 2. Детей 2. Вот Сакто и Саилма, дочь. Ага. Угу. А Сакто был раньше девочкой? Да. И это была обычная девочка? Да. И никаких вопросов не возникало, да? Не во младенчестве? Во младенчестве никаких вопросов. Здоровый ребенок, очень активный. Все вовремя. Все нормально развивались. Это вот до 14 лет, в общем. Как вы ее назвали? Царигма. Это что? Почему именно так? Ну, это наше бурятское имя. Его дают дацане. А сколько тебе сейчас лет? Мне сейчас лет 28 стукнет в сентябре. 27, в общем. 27 лет. Вот здесь живем, да. А вон там Болок, как сказать, источник там есть. Моя интерсекс-вариация называется нечувствительность к андрогенам, неполной формы. Прямо в истории болезни мне написали тестикулярная феминизация. Ну, вот так называется. Просто фильм про мою жизнь, ничего такого прям страшного. Чем ты отличаешься от средней статистики? Только тем, что у меня внутри яички были от природы. Вот. А так всегда считала себя обычной. Я родилась обычной девочкой. Акушеры определили мой пол как женский. Наружные половые органы женские. И ни у кого никогда не возникало никаких сомнений в том, что я девочка. Только в подростковом возрасте я начала чувствовать, что что-то не то. А что это? Я, начиная с 14 лет,
Во-первых, я видела, что где-то догадывалась, что у одноклассниц какие-то идут месячные дни, в которые нельзя заниматься физкультурой. И вроде как их там у кого-то они начинаются, у кого-то позже, у кого-то раньше. Я постоянно думала, а что если они вообще не начнутся? Мне нравится. Но соседи будут орать. Вот это хорошие, кстати, очень вкусные. Мне очень нравится. Это у нас... Что это у нас? Надежда. Надежда, аромат сгущенного молока. Они очень вкусные. Они похожи на какие-то, типа, американские с крошкой шоколадной делают. Класс, да? Я мечтала... Меня бы она пугала. Я мечтала... Она, мне кажется, такая непредсказуемая. 1000 лет о такой машине. Я просто ухожу, встаю, нажимаю кнопку и ухожу, и вот напиток готов. Это удивительно. Это как Камбарова пела. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. В электронике. 21 век. К гинекологу меня никто не водил. И мама впоследствии сказала, что не водила, потому что у нашей тети, ее родной сестры, начались там что-то в 16 лет. Около того. И она ждала, видимо, молча. Я была обычный подросток, ну, с таким детским, может быть, скелетом, лицом и без груди. Ну, в 16, к концу 11 в начале 11 класса она начала расти, и к концу 11 класса у меня уже была хорошая, большая, ну, как первый размер. Я уже носила лифчик. Вот. И поступила в университет. А месячных все не было? Нет, месячных так и не наступило. И не наступало до, ну, собственно, до сегодняшнего дня. И никогда уже не наступит. Зай, ну что вы там, спит она, нет? Только уснула? Ой. Ты родилась обычной девочкой? Да, абсолютно обычной девочкой. То есть никаких вообще подозрений, что что-то может быть не так, не было. Но вот мне было лет 12-13, я стала замечать и на уроках физкультуры, что там девочки начали с прокладками носиться, там, ну, у них начали лифчики начали использовать. Вот, а мне как бы, ну, все это было чуждо, потому что я вообще не совсем понимала и не видела в себе какого-то изменения в физическом развитии. То есть я как была, грубо говоря, там лет в 10, в 9, так и в 12-13, и дальше как бы все оставалось. И я маму стала теребить, ну когда у меня месячные начнутся. А вот она сказала, давай сходим к гинекологу, вот, к детскому. И мы сходили, мне было, наверное, лет 13 или 14. Она сказала сделать УЗИ и сказала, что все органы уменьшены в женской сфере. Нужно попить витамины, скорее всего, просто будет позднее развитие. И прописала витамины пить. Я решила, все, ничего не буду делать, никуда не пойду. И, собственно говоря, с 18 лет я больше вообще не возвращалась к этому вопросу, что не так и почему нет месячных. Мама говорила, подожди, может быть, еще все нормализуется, может быть, придет, но тут уже 19 лет, 20 лет, ничего не происходит. Я просто не знала, куда обращаться. Не знала даже, к кому пойти. А вот в одном интервью ты говоришь, что где-то в районе 14 лет
Ты даже хотел покончить с собой. Да не в 14, это как раз было, наверное, после 16, 17, 18. У меня периодически такие мысли мелькали, что я никому не нужная буду, что у меня не будет детей, что я не создам семью. А кто сказал, что у тебя не будет детей? Но я сама это понимала, если нет месячных, какие могут быть дети? И это было настолько невыносимо. У меня была съемная квартира, в которой, ну, то есть сразу была мысль, Ну что такое? Пойдем кушать. Пойдем кушать. Все, беру на ручки, все. Все, беру на ручки эту девочку. Вот она сразу улыбается. Она сразу улыбашкина становится. Примерно известен процент людей интерсекс в популяции. Да, то есть чаще всего используемая цифра из исследования 2000 года — это 1,7% людей на свете. Да, эту же статистику использует ООН в своих материалах. Условно, каждый 99-й? 60-й даже где-то, может быть. Каждый 60-й? Примерно, да. Да, то есть честно, можно подумать, что вот это такая очень редкая вещь, но на самом деле это достаточно распространенная вещь, просто в обществе эта тема пока достаточно невидима. Абсолютно у любого человека может родиться такой ребенок, да, просто что-то может пойти не так, какой-то там ген, какие-то гормоны, что-то такое отличается, и вот такой ребенок рождается, да, и это абсолютно обычная вещь, которая всегда существовала, да, и как бы мы всегда были, это не то, чтобы люди что-то делают, что нас становится больше, нет. Меня воспитывали как девочку. Я родился Выглядел девочкой. как девочка. И выглядел как девочка, да. Ну и жил себе как девочка? Как девочка, да. Да, до 23 лет где-то я жил девочкой. Началось то, что в 13 лет мы пошли медицинский осмотр делать в школьном возрасте. Когда уже подросток же растет, и у них медицинский осмотр углубленный делают в школе. И там обнаружили, что у меня месячных не было. А это маленькие что-то фотографии испортили. Вот, видимо, ну девочка же, я все время бантики завязывала. Да тут кроме бантиков на этой фотографии плохо видно. Не рассмотришь. Не рассмотришь, ага. Это летний праздник был. Так, это Царигма, это да, Сайылма. Да. Сейчас Сапто говорит, зачем вы бантики мне завязывали? Ну, девочки же. Меня в детстве дразнили всякими кличками, всяким. Но я как бы такой подвижный ребенок был, как всегда. Меня всегда обзывали, я на это реагировал строго, ну, как сказать, реагировал сильно. Как обзывали, как реагировал? Ну, как обзывали? Ну, Рэмбо с косички, кличка была у меня в школе. Есть же Рэмбо фильм. Сильвестр Сталлоне. Рэмбо есть. А это в школе, да? Это в школе, да. Так, а кто тут где? Вот Царигма. Вот это тут я не узнаю. Угу. Она хорошо училась? Ну да, хорошо. Вы, в принципе, ожидали, что что-то серьезное все-таки? Ну, наверное, все равно где-то в глубине души, наверное, да. Знала, наверное. Но не хотела мириться, ну, как бы, как сказать-то, не хотела вот этого допускать, ну, этой мысли, что у нас все нормально, что мы так девочкой останемся. Об этом, наверное, думала, скорее всего. Сперва мы пошли на УЗИ. На УЗИ посмотрели брюшной полости. И там непонятно было, что у меня там есть, нет.
непонятно. Ну, такие маленькие, наверное, хаотичные такие яички. Есть, нет, матки, непонятно было там. И потом нас отправили в Читу, я как помню, ребенком. Мне это было 13-14 лет. Я со школы прихожу, ну, такой солнечный день был, помню. Прихожу со школы, и мне мама говорит, что нам выделили квоту, нас отправляют в Москву. В Москве, ну, вот об этом прямо вот не говорят. Что вас ставят перед выбором. Очень осторожно об этом говорят. Там назначили нам что-то, какое-то маленькое оперативное вмешательство необходимо, чтобы не было злокачественной опухоли. А там я не поняла, что, о чем это речь идет. Яички у меня были, потому что, ну, по сути, должны были же опуститься в мошонку. А у меня мошонки не было. У меня женская, физиологически женский пол был. И вот мне сказали, что, ну, возможно, будет опухоль, и нам сказали удалить. Мне врачи конкретно не объяснили, что это такое. В общем, напугали, получается, тем, что вот опухоль может образоваться. Вовремя утреннячка надо было. А ты накрываешь, чтобы не капало? Да, не капал отсюда. Ну, такие уже подрощенные. Да, подращены уже. Ну, 2 недели им уже как родились. Угу. Крылья уже все распустили, уже все ходит. Это куры будут? Не знаю, еще неизвестно. Он уже с гребешками, возможно, петушки уже. А вот без гребешков уже это курицы, возможно. Я принял решение просто, ну, давайте девочка буду. Больше чего. Я родился девочкой, буду девочкой. Мне удалили яички. Потом мне, как бы у меня маленькое влагалище было. Сказали бужирование делать. Что такое бужирование? Это растяжение влагалища, чтобы как-нибудь половым жизнью жить. А насколько маленькая? Ну, там 3-4 сантиметра, что ли, было влагалище. Сказали делать бужирование. И? С помощью бужирования растянуть влагалище, чтобы заниматься половой жизнью. И что ты делал? И мне посоветовали завести парня, чтобы легче что-то произошло мне. Но я, конечно, к этому совету не прислушался. И я потом далее, в 17 лет мы закончили. В 17 лет последний раз мы ездили в больницу. Просто подожди, давай вернемся. А бужирование это какие-то палочки или это с помощью чего? С помощью железной такой, медицинской такой железной имитации члена, что ли, можно сказать так. Тебе такую штуку выдали? Да, выпили прямо там в больнице. И каждый раз сказали, на растягивай? Да, бери и растягивай, сказали мне прям. Мы ходили ниже этажом гинекологическое отделение. Мы заходили, и медсестре говорили, мы зайдем в это процедурную. Мы заходили туда, мама за дверью сидела, я там что-то типа делал как бы. Но я на самом деле не делал. Я просто там сидел, ждал. А это кто? Церегма. Вот это церегма? Это сакто. Вот да. это церегма? Да. Вот, конечно, сложно. Вот стоит человеку изменить чуть-чуть стиль, как уже сложно узнать. И еще гормональная терапия была. Таблетки пить. Это были женские гормоны? Женские гормоны пить. Я пил их около 4 лет. С 16? Да. 16. До 20? Даже, ну да, 16, 17, 18, 19. Даже 19, 20 лет я пил. 5 лет пил я. Как сказалось, ну, начали груди расти. В 9-10 классе гормональный, наверное, сбой был или что ли, я не знаю. Меня просто разбомбило, можно сказать, сразу. Я такой
толстый стал прям. Бюстгальтер был не нужен. Это кто? Цригма. Вот это? Да. Да ладно? Да. Нет. Вот это неузнаваемо. Мгм. Мы большими такими были вообще в 2011 году. А это сколько Вот. лет ей? Так получается 17, что ли. А почему в очках? Да, очки носил, сейчас линзы носит. До похода по врачам я вдруг встречаю парня и решаю с ним жить вместе, включая секс. И у нас... Я понимала, что вообще то, что у меня нет влагалища, я поняла лет в 13. То есть какая-то, стенка такая, скажем. Врачи это называют оскорбительным словом слепой карман. Вроде официальное, такое научное название. А если в сантиметрах? 1 сантиметр. Вот там сразу оно и заканчивалось. Внешне все половые органы на месте, обычного размера, в пределах нормы. А работает так же? Да, я испытываю оргазмы. Я тоже открывала этот справочник, такой большой медицинский справочник, энциклопедия для женщины. Я помню, мне даже подарили на день рождения. И там в справочнике был список болезней. И там была статья «Отсутствие месячных». Я такая, то, что мне нужно. Отсутствие месячных. Мужской псевдогермафродитизм было написано. Я в таком ужасе была. Типа, и что? Я подозревала, что такие бывают. Даже несмотря на то, что я ребенок. Но я думаю, не, это не я. Я-то обычная. Все будет. И грудь, и месячные, все появится. Аня, логичный вопрос. Человек, с которым стоит поговорить о том, что тебя пугает, это мама. А если семья вообще близкая, то мама, запятая, папа. Мама-то точно. Угу. Почему ты не пошла поговорить о своих страхах с мамой? Почему ты не сказала, мам, слушай, что такая штука меня пугает, вот я прочитала, что ты об этом думаешь? Почему ты вот так не пошла с ней поговорить? У нас не было близких отношений. Мой сын меня вот так переплюнул. Одно дело это в возрасте, я родился мой сын, а другое дело ему 20 лет 40. И я вижу, как он меня переплюнул в чем-то, допустим. И мне, поскольку... Опыт у меня всегда был только с парнями, и я женщина, которой нравятся мужчины. На 4 курсе я только познакомилась уже с парнем, который мне понравился. И мы как-то так быстро достаточно завязались отношения, я начала ходить на свидания. Но, конечно, первый секс для меня был очень пугающе. Я же понимала, что туда ничего не вмещается. Или вмещается, скажем, на... этого критически недостаточно. Я начала оставаться ночевать. Когда у нас случился первый секс, парень подумал, что это просто девственная плева не разорвалась, и поэтому член вмещается вот настолько мало. И я не рассказывала, что это и есть максимальный размер, так скажем. Мы просто решили, что вот влагалище такое, и будем заниматься с тем, что есть. Тебе было больно? Нет, когда я говорила, что мне больно, или когда парни пытались сделать его стандартным, то есть растянуть или там, в моем понимании, да, в их понимании разорвать девственную плеву,
Я говорила, что не-не-не, это не плева, и оно не оно такое. То есть его можно теоретически растянуть, но это больно. И это насилие. Просто я не видела смысла в дальнейшей жизни без детей. Вот. И меня просто не мелькали, но я как бы в душе я верю в Бога. И верю вот в эти, как бы, там, ад, рай, да, и верю, что, ну, еще где-то прочитала там по юности, что душа, которая покончила жизнь самоубийством, никогда не вернется обратно, будет там где-то по помойкам шариться. Вот. И это меня останавливало. По помойкам на том свете. Да, по помойкам на том свете. По помойкам того света. Да, образно говоря. Лет, наверное, вот в 15-16 был такой, что я прям по ночам, по вечерам перед сном ревела прям в подушку, кричала маме в другую комнату, что не хочу я, мам, жить, что я такой урод, как ты меня такую родила. И, соответственно, мама себя начинала винить. Вот. И мне становилось жалко маму, что она начинает причитать и винить себя. Вот. Ну, ей казалось, что она виновата, что я такая родилась. То есть она мне говорила там, вот я там с лестницы упала, когда делала ремонт там на каком-то месяце беременности. Вот я там краской подышала. Вот я там в химии, в гальванике работала. Наверное, это как-то все повлияло. Вот. Но она почему-то постоянно себя винила. Что я никогда не думала, что вот такое может произойти у меня в жизни. Что вот проблемы будут с ребенком такие. Конечно, для меня был шок. Во-первых, был, конечно, шок. Потом как бы это... А шок от чего именно? Ну, от чего именно? Вот что было вашим вот первым шоком? Первым шоком было то, что как же так, почему это у меня? Почему это у меня случилось такое, что вот это не у кого-нибудь, а именно вот у меня, что вот сын-то нормально вот так вот, а дочери-то вот такая проблема получилась. Давай место побольше тут поймаем с тобой. Ты, дед, скажи, не говори ничего под руку. А то у нас... Вот, молодец как. Где тут мясо? Мясо давай еще. Больше. Вот, молодец, давай скорее. Пока у нас рот раскрывается с тобой. Сами друг друга выгораживают. Это... Ой-ой-ой, туда не надо, тут забор. Иди, папе. Так, нам туда ее к этому столбу так и тянет. И только в 22 года, когда я по рекомендации пошла к одному из врачей при роддоме здесь в Тольятти, тот меня посмотрел на кресле, позвал тут же заведующий роддомом. Она меня посмотрела на кресле, они сделали круглые глаза и сказали, мы тебе не поможем. Тебя напугало? Нет, мне наоборот, я обрадовалась. Я обрадовалась, что мне наконец-то кто-то скажет, что со мной не так. А так в целом ты была здорова? Да. Никаких проявлений, вообще, кроме отсутствия груди и месячных? Да. Я приехала, записалась к профессору, приехала к ней на прием. Она меня посмотрела, сказала, ну да, ситуация немножко нестандартная, выглядишь ты внешне абсолютно нормально, но тебе нужно сходить к генетикам, сдать анализ на кариотип. Генетика меня завела, начала издалека. Вот вы знаете, в природе не бывает пустот, если чего-то не дано, то будет что-то другое. Я говорю, можно ближе к теме? Вот. Она говорит, понимаете, вот бывает кариотип 46XX и 46XY. Я говорю, это я знаю из биологии точно. Она говорит, вот у всех женщин 46XX. Я говорю, ну, дальше. Она говорит, а у вас так получилось, что кариотип 46XY. Стоп и пауза. Я говорю, я что, мужчина? Она говорит, ну, генетически только. Я вообще там была в шоке. Я говорю, обалдеть. Да? Серьезно? Ну, пойдем. Садись. 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 Папа, дай нам ложку. Твоя сумка лежит. Дочь, ну открывай йогурт. А? Да я сейчас повесю тут кое-что. На. Печенье едим, да? Дальше что делать? Она говорит, вам сейчас нужно лечь на плановую операцию, посмотреть, нет ли у вас мужских семенников в организме. Если есть, то их нужно удалять и начинать принимать заместительную гормональную терапию. Я говорю, господи, я только что узнала, что я мужского пола, так мне что, операцию делать?
Я говорю, мне пол менять не будут, мой первый вопрос. Она говорит, нет, нет, в вашем случае все остаются в женском поле, как правило. То есть все органы-то внешние сформированы по-женски. Единственное отличие от стандартных обычных женщин, то, что только мужской кариотип и нет яичников, как правило. Или они заменены, вот эти яичники, недоразвитыми мужскими яичками. А как называется твой диагноз? Дисгенезия гонад, кариотип 46XY, синдром Свайера. Внутри как там? Полностью женское сформированное влагалище, там вот, как она, ну вот все, что до матки, все абсолютно по-женски, в том числе и матка. И шейка есть? Шейка матки, то есть влагалище, там вот эти входы-выходы, как говорится, все по-женски абсолютно. Трубы заканчивались не яичниками, как это у обычных женщин, а какими-то нитевидными тяжами, как потом выяснилось. Что такое нитевидные тяжи? Это замещающий орган, который формируется организмом, когда не формируются ни мужские, ни женские гонады. То есть гонады – это вот яичники у женщин и яички, семенники у мужчин. Давай еще проще. На этапе эмбриологического развития. На этапе развития тебя как эмбриона, да, в животе у мамы. Да, произошел генетический сбой. И в одном из генов SRY произошел генетический сбой. Он не отвечал на сигнал мозга, на вырабатывающийся тестостерон в организме. И так как развитие должно было идти по генетически заложенному пути по мужскому типу, ген не отвечает на мужской тип, организм идет по развитию по женскому типу, так как он идет, как, вроде как я читала, вперед, женский организм. Вот. И, соответственно, с 9-й недели беременности пошло развитие абсолютной девочки, но только без яичников и яичников. А эмбрион, по сути, был мальчик? По сути, мальчик-эмбрион, да. Ну, я начала просто принимать тот факт, что да, у меня не будет детей, и подумала о том, что в будущем я могу удочерить, усыновить. Ты знаешь, что у Ольги синдром Свайера? Да, конечно. А расскажи, мама, когда тебе об этом рассказала? Что она сказала вообще? Как это было? Я узнал это, по-моему, в том году. Мне было 16 вроде. И получилось так, что, по-моему, ее тоже снимали про этот диагноз, и мне еще параллельно как-то там трех словах сказали. И вот с того года я узнал, что с мамой. Расскажи-ка, как ты это понял? Ну, это серьезная болезнь, типа, ну, человек не может просто так забеременеть. Там надо через ЭКО платить огромные деньги, чтобы забеременеть человека. Вот. Потом, типа, эта болезнь, она, как я знаю, вроде редко. И, типа, люди, когда болеют, они закрываются в себе, не знают, что к чему, и, типа, как дальше действовать. Вам же Ольга сказала, да, что у нее мужской кариотип? Да. Ну, то есть, что она генетически, фактически мужчина? Я знаю, да. Да. Как вы эту информацию восприняли? Она мне сказала, как сказать... Ну, конечно, сначала-то я в шоке была, потому что сын-то у меня же ведь, мальчик, как говорится, был нормальный, но у них отцы разные. В душе-то, конечно, сразу как бы расстроилась, но потом говорю, нет, ты как была моя дочь, так и есть дочь. Она мне всегда говорила, мам, если вот, не дай бог, там разобьюсь где-то в самолете или еще где-то, а у меня там будет, как это, ДНК показывает, что мужской тип по генетике или как там. Ну, не знаю я. Я как-то отношусь, что дочь. Что будем делать? Снимаем ножи. Готовим макароны. Вот впервые греческий салат. Вот какую надо брать брынзу. Сиртаки не очень, да? Сербская, она такая прям хорошо режется. И хорошо режется, и вкусненькая. Мать уже начала прям настаивать. То есть каждый день практически. Там, не знаю, неделю. То есть если вначале это был раз в год, потом раз в месяц, а в феврале на 4-м курсе, мне уже было 19, она просто начала чуть ли не каждый день говорить: Аня, это ненормально, тебе уже почти 20,
у тебя нет месячных, это ненормально. Мы пошли к врачу, к одному гинекологу, ко второму. Меня направляют на кариотипирование. Это генетический, это анализ на определение пола генетического. Я помню, как я получала эту бумажку одна, и я очень молилась, чтобы не было написано 46XY. И вот я беру ее со словами 46XY. И думаю, ее же надо отнести к врачу. И врач мне... Я уже понимала, что я генетический мальчик. И мы приходим с мамой к врачу. Она выходит в коридор, ну и подтверждает мои догадки, что я генетически мужчина, как-то так она сказала. И я тогда вообще рассмеялась. Ну, видимо, защитная реакция какая-то была. Я говорю, ну, хорошо, до свидания. А мама разрыдалась. Для меня это стало трагедией, потому что вокруг этого создалось, вот это вот ощущение трагедии. Что я поняла, что меня начнут исправлять. Я начала уже понимать, как бы все уже узнали мою ненормальность. А мама сказала, почему она плачет? Мы никогда больше не разговаривали об этом. Мы вообще не разговаривали. То есть все как будто бы этого и не было. Ну, то есть после операции, я имею в виду. Есть еще. О, может вот это надеть? Ну она серебряная. Крестик. Сестра подарила. Вот. Что такое? Упс. Бывает. Когда мне сказали, что я генетический мужчина, мы спросили, а что это значит? И нам сказали, это значит, что в животе у тебя яички. Не яичники. Вот, и она такая, я так и знала. У меня, говорит, были уже такие 2 девчонки. Вообще не беспокойся, проживешь как обычная женщина. Ты же, девочкой же тебя воспитывали. Ну, все. Удалим просто яички. И будешь жить как раньше. Я говорю, а почему удалять? Потому что риск рака. Врачи мне не сказали, что удаление яичек кардинально изменит мою жизнь, мое здоровье. Надо отметить, что впоследствии я узнала, что мне придется пить искусственные гормоны, и риск рака груди при искусственной гормонотерапии, при заместительной гормонотерапии гораздо выше любого другого органа. То есть тебе врачи сказали неправду? Более того, я знаю многих... В итоге я подключилась к сообществу, знаю много людей, которые гораздо старше меня. И им удалось оставить яички. Я всегда считала это большой ошибкой. Я как будто бы сдалась, и поддалась вот этим манипуляциям. Причем я и с врачами спорила. Я не знаю, почему я просто не ушла. Они говорят, ты не бойся, мы просто посмотрим, все ли там с ними нормально. Если нет рака, как ты думаешь, то и не будем ничего удалять. И все, диагностическая лапароскопия, я думала, мне проводится. И я уже даже не помню, что я подписывала. Я говорю, я была такая, как безответственный ребенок какой-то за свое тело, опять же. И я просыпаюсь, значит, меня приглашают к хирургам, или они на обходе заходят. И так легко говорят, все, Анна, мы все нашли, все удалили.
А этих побольше надо. Ну, 3 можно. А почему я так плачу из-за гормонов? Потому что это, во-первых, больно. То есть искусственные гормоны, от них постоянно болит грудь. Во-вторых, это еще больший риск рака. И я тоже думаю, блин, она же болит и опухает как бы. И я думаю, а может реально будет рак? Я не пила гормоны. Но не пить гормоны – это остеопороз. Если бы мне не удаляли яички, я бы продолжила жить так же, как и до 20. Мне бы не нужна была гормональная терапия. Моя вариация называется нечувствительность к андрогенам. Это значит, что мои клетки не воспринимают тестостерон или андроген, общее название для мужского гормона. Но эстроген воспринимают. И поэтому яички вырабатывали чуть-чуть эстрогена. Я на него реагирую, грудь растет. И еще большая часть за счет процесса ароматазы превращается в эстроген. И поэтому я внешне, фенотип у меня женский. На своих гормонах я чувствовала себя прекрасно, у меня не болела грудь, элементарно я чувствовала себя здоровой. Примерно с 50-х годов 20 века. А медицинским стандартом является хирургическое, гормональное, любое другое лечение и исправление интерсекс-тел, да, то есть даже в случаях, большинство случаев такие, что нет никакого риска для здоровья, да, все равно медицинский стандарт является, что этого ребенка надо оперировать и максимально сделать его тело, да, похожим на тело там, типичного мальчика или типичной девочки. Вот. Хотя в большинстве случаев это абсолютно косметические вмешательства, такие вещи, которые абсолютно не срочные, которые спокойно можно там отложить и дать ребенку вырасти таким, какой он есть, и дать возможность самому принять решение, что делать со своим телом. Вот. Но нет, медицинский протокол сейчас таков, что вот таких детей надо максимально, в кавычках, исправить, оперировать и скрыть часто от них все, да, чтобы ребенок, значит, вырос максимально нормальный, там, не сомневался там в своей... Скрыть от них самих, да. от этих детей. Да. Вот, чтобы ребенок, значит, рос полностью соответствуя вот этой роли, которую для него выбрали. Это как-то мне бабушка недавно сказала, что вот врачи ей говорили, что мы не сможем из нее сделать мальчика, поэтому мы из нее будем делать девочку. Да, то есть я вообще ни о чем не знала, какие-то люди за моей спиной обсуждали, кого из меня делать. Вот, и это абсолютно безумная ситуация, когда от людей скрывают правду об их телах и о том, что с ними было сделано. И поэтому, да, есть очень много в сообществе, личном интерсекс-сообществе, я знаю много людей, которые вообще перестали общаться с родителями или не могут принять тот факт, что родители сделали за них этот выбор и не дали им возможности вырасти и самим сделать выбор. Пожалуйста, не делайте никаких не жизненно необходимых, не срочных операций, да, любых вещей, которые можно отложить. Если речь идет о чем-то несрочном, да, там, например, глубина влагалища, размер клитора, яички в животе, что-то такое, да, если нет никакой срочности, то дайте ребенку возможность вырасти и сделать свой выбор о своем собственном теле, потому что ему же в этом теле потом жить. Знаете, что у этих операций есть куча негативных последствий для здоровья. Да, люди потом могут всю жизнь жить и очень часто живут с потерей чувствительности, да, то есть никакого удовольствия от секса, ничего никогда. Боль, шрамы, бесплодие, проблемы с мочеиспусканием. Ну и плюс также всегда есть риск, что вы выберете неправильно пол для своего ребенка. Вот платье. Вот стоит. Голубеньким? Да, вот зеленым, салат. Салат. Вот. Дама дамой, да? Не сказать, что это я. Ну,
Что? Лицо есть лицо, как бы. Ну. Вот мне понравилось, где с осанкой, да. С осанкой. Но руки-то все равно мужские, да? Такие грубоватые. Вот у девушки, вот, смотрите. Ну, конечно, да. Получше, поизящнее. И вот занялся Стрельбой из лука, и как бы меня заинтересовал этот вид спорта. Еще когда стрельба из лука была, я еще ходил на вольную борьбу, пробовал один день. Но там одни парни были. И я не стал как бы заниматься. И мне более понравилось. Ну вот когда мы пошли в секцию, мы всем классом почти пошли заниматься стрельбой из лука. И в конце концов, через 2-3 года где-то, ну, из класса я один остался там. У тебя хорошо получалось? Да. Ну, мне нравилось. И какие-то победы пошли, призерские победы пошли. Ты, мне кажется, в итоге стал мастером спорта. И в итоге я, как закончил школу, я поступил в училище Олимпийского резерва. И там уже начал реально тренироваться серьезно. А я снимаю видео. О, блин, как хорошо видно ты в очках, ё-моё. Все такое ярко становится. Отчетливое. Там ты подходуша харжеха надо уходит, там что-то делать. О, без тренировки как-то. Ладно, попробуем. Ну почти. Ну, конечно, я волосы отрастил, там красивые волосы, там были длинные, черные прям. И все. И я похудел где-то на первом курсе, это было 18 лет. Я резко похудел, потому что там начали дважды в день тренировки. И очень утомительно было это, тяжело, и я за полгода похудел там на 20 килограмм, можно сказать. Ты внутри себя решил быть девушкой, женщиной? Да, красоткой стала. Чисто так это, чтобы для общества, чтобы там, ну, считали девушкой, и все. Скажи, пожалуйста, вот какая-то личная жизнь у тебя была? Как бы такого у меня не было, чтобы с кем-то встречаться. Найти кого-то там. Короче, если бы тебе не удалили яички, тебе, возможно, и не нужно было бы никаких гормонов принимать. Возможно, да. А сейчас ты принимаешь какие-то гормоны? Нет, пока сейчас нет. То есть, а давно ты не принимаешь гормоны? Уже год, наверное. А тебе вообще-то надо их принимать? Да, желательно бы, да. Мне сказали, где-то желательно где-то 3 года попринимать, и потом уже все нормально будет, как бы. Чтобы было понятно, вот смотри, ты выглядишь как стандартный среднестатистический парень, вот сейчас, и ты не принимаешь гормоны. То есть, если ты не будешь принимать гормоны, ты так и будешь. Я буду, да, выглядеть. Так и будешь выглядеть. Да. Если ты будешь принимать тестостерон, что изменится внешне? А волосей не будет. А у тебя кариотип мужской? Да. То есть вот этот вот анализ биологического пола у тебя мужской? Да. А сделали его только когда тебе было 16 лет? Да. До этого никто не знал? Никто не знал. Это с первенства России я приехал прям под выпускной, вот это последний звонок. Быстро, что было, доделал. И девчонки что-то придумали мне эту прическу. И все, вышел так, можно сказать. Вот это красивое платье. Мне понравилось. Черное. Стою тоже как, не знаю, что.
завтра утром до деревни, и с деревни нагрузимся. Вот где-то после 2-го курса он начал рассказывать мне, ну, приучать к мысли, ну, как бы это, объяснять, что возможно поменять пол, потому что у нас есть, ну, заключения какие-то от врачей же, да, что у нас действительно генотип мужской получается. Я сказала, это твой выбор, кем ты ощущаешь, кем ты хочешь быть, а мы тебя всегда поддержим. Потому что мы за тебя твою жизнь не можем прожить, поэтому как тебе лучше, так и выбирай. Ну, я когда в институте учился, я как-то зимой, наверное, приезжал, ну, проплакался, наверное, родителям, то, что я хочу менять пол, не могу я так жить дальше, ну, что-то надо менять, я сказал. Раз ты решил, так мама сказала, ну, давай меняться, больше что. Ну, у меня уже, как сказать, вырывалось, можно сказать. Начал менять свои документы, пошел в ЗАГС, свидетельство о рождении поменял, потом пошел паспорт поменял за неделю, и потом начал другие документы менять. Да, сахаром. При рождении кобыла имеет сладкое молоко. Потом она постепенно становится кислой. Нахсишкой. Люба, а да. вы задумывались над тем, почему так случилось? Конечно. Какой вы нашли ответ для себя? Я до сих пор не нашла ответа. Почему так получается, от чего это случается. И никто не виноват, я считаю, что он таким родился, и поэтому надо принимать его таким, как есть. И его решение, это для нас должно быть, ну, как сказать, ну, принимать мы должны его решение. Понять, принять. А как вы это рассказывали родственникам? Родственникам? Ну, как есть, рассказывали. Ну, такого прямо неприятия не было. Все принимали, я считаю, как надо. Вы меняли как-то отношения? Ну, так-то у вас была дочь, а так у вас сын. Да нет, я не это. Ну, как-то... Для меня он ребенок, и все. Что дочь, что сын, мне без разницы. Если бы мир был состоял из таких людей, как вы, то миллион вопросов бы не возникало. Никаких. Потому что, ну, поверьте, это очень редкая история. Потому что... Я бы так не думала. Вот этим каким-то родителям, детей, у которых есть такие вариации, им типа стыдно. Ну, как можно быть стыдно за ребенка, которого ты родил, которому ты дал жизнь? А я еще объясняла, кто. Самое главное, что у нас голова на месте, руки, ноги. И поэтому ты здоровый, и поэтому хоть как... Врач меня прооперировал лапароскопически, то есть минимальные надрезы в животе, то есть 2 дырочки делаются в районе живота. Единственное, я слышала, когда отходила от наркоза, что он с другим хирургом обсуждал, что
Да, не повезло девчонке, такая молодая, симпатичная, детей своих никогда не будет. И это они говорили, когда я отходила от наркоза. Я когда это услышала, и меня везли на каталке из операционной, я так рыдала. Мне кажется, там весь медгородок слышал, как я ревела. Сказали, у тебя не будет детей, у тебя был ответ на вопрос, вот с кем их не будет? Нет, я еще только планировала, с кем они когда-нибудь будут. У меня не было в тот момент серьезных отношений. Ну, вообще, какие-то отношения были несерьезные? Ну, какие-то, может, несерьезные были, такие мимолетные отношения. А тот факт, что ты генетически мужчина, ты его никому не рассказывала? Мужчинам нет. Что мама на эту тему сказала? Как она вообще отнеслась? А мама вообще всегда мне говорила, никому ничего не говори, все скрывай. До того, как сделали операцию, я ей сказала уже все. Я же ей позвонила, сказала, что поздравляю, мама, у тебя не дочь, а сын. Вот. Она сказала, глупости не говори, ее ответ был. Довольно часто у них бывают с родителями большие проблемы у людей с такими диагнозами, потому что родители считают, что они ни при чем не виноваты, что вот у меня такое родиться не могло. Я поняла ваш вопрос. Я считаю, что в душе я виновата в чем-то себя. Почему-то так, не знаю. Ну, не знаю. А почему у вас доверительные отношения? Почему вы друг с другом разговариваете откровенно? Ну, не знаю. Может быть, я сейчас скажу, почему. Может быть, вот знаете, ой, извините, я располагаю. У меня с матерью не было таких отношений. Может быть, поэтому. И мама такая была очень жесткий человек. И что же, поэтому вы что? Ну, как бы я старалась с детьми ближе быть. Ой, не могу прям что-то развивать. Ну ладно тебе, буль-буль-то. Надо в бассейне было плавать, а не тут. Буль-буль тебе бочки. Ага, здрасте, приехали, в рот-то. Фу, не надо, как это. Эта водичка не надо, она чистая, но не надо это. Ну, бабуля, скажи, показала мне тут. Наверное, это... Витя, надо ей что-то одеть. Ну, что там, рыбка? Ой-ой-ой, это не надо. Где у нас компот? И вот в 26 я познакомилась с девочками, у которых такая же вариация, которые мне сказали, что возможно сделать ЭКО, и что в России еще в 99 году в институте Отто в Питере женщина с моей вариацией родила двойню после ЭКО с донорской яйцеклеткой. Это была статья в научном журнале, которую мне скинули. У меня просто перевернулось сознание после этого. То есть я поняла, что я любыми путями сделаю это ЭКО, даже если там вдруг не получится, но я буду знать, что я попробовала, попыталась. Я открыто о себе рассказываю. Моя цель донести до людей, что, допустим, даже для женщин, у которых похожая ситуация, там удалили яичники во время операции, или там они родились, там, или там синдром истощения яичников, ну, очень много похожих ситуаций, да, чтобы они увидели, что даже с генетикой мужской при отсутствии яичников можно родить ребенка, исполнить свою мечту, да, вот, чтобы не отчаивались. А мама такой человек, который всегда хочет чем-то помочь, достичь своей цели. И вот она создавала группы, там приходило много людей, поддерживали там все. Вот это вот. И сейчас, типа, снимаю, чтобы помочь другим девушкам, которые страдают от этой болезни. В 2011 году мне провели эту операцию в Самаре. По моей просьбе еще удалили трубы, чтобы при будущем ЭКО не было внематочной беременности. Вот. И начала принимать гормоны. И, соответственно, с первого же месяца у меня пошел цикл менструальный. Погоди, ты сама себе спланировала ЭКО еще до появления клиники, в которой ты по факту это сделала? Ты сама себе шаги распланировала? Да. И сама себе организовала эти шаги? Да. Без как бы контроля, там, ну, то есть никакой врач тебе не говорил: Оля, делай так. Да. Ты сама все решила, да, и сама это все устроила, да? Тряпку мы так и не взяли. Ну ладно, некуда будет сесть. Я маме 3 раза просила: мам, дай, пожалуйста, тряпку. Да. Придется нам на моем платьишке сидеть. Ну ничего, оно у меня большое. Давайте ручку полоскаем.
Я очень часто слушаю музыку разную с молодости. Вот, и тут выступал Армин ван Бюрен, и я решила сходить на его концерт. И именно в этот момент, когда я залезла на этот сайт, я увидела объявление, что у меня не получается пойти, отдам билет любой девушке, написавшей. Ну, я написала. И все, он мне отдал этот билет. Мы так после этого добавились в друзья в соцсети. Стали иногда переписываться, общаться, там где-то через полгода стали ближе, какие-то разговоры. Там, а Виктор тоже меломан? Да, он вообще меломанистее меня. Оказалось, что у нас немного общих интересов, мы с ним стали такими прям близкими друзьями для начала. Я посмотрел ее страницу ВКонтакте, она мне понравилась сразу. В этом же году на Новый год мы решили созвониться по скайпу. А ты в этот момент жил на севере? На севере? Да. Поселок Пангады. Ямало-Ненецкий. Автономный округ. На Тольятти. Да. Ну, я и предложил, говорю, может, я приеду, как бы познакомимся поближе, ты мне очень нравишься. Она говорит, ну, приезжай, я не против. И вот я прилетел 30 апреля где-то, да, вечером. Как бы пообщались друг друга, понравились. Очень. А чем она тебе понравилась? Вот что в Ольге было такого интересного, что ты даже и прилетел? Внешняя красота, общение, душа у нее хорошая. Потом он предложил серьезные отношения, сказал, давай съездим в Крым к моим родственникам, отдохнем. Когда он начал говорить про семью и про детей, я ему говорила, что со мной все довольно сложно. Скинула ему ссылку на канал BBC, там, где был снят фильм про одну американку с точно такой же вариацией. Он посмотрел, пару часов помолчал и сказал, ну, в принципе, все нормально. Ну, ты же можешь вообще же родить, правильно, я так понимаю? Я говорю, ну, да. Он говорит, ну, все тогда, все, вопрос закрыт. Она как бы объяснила, что у нее мужской как бы кариотип, но так же женское у нее все присутствует. Только вот единственное, что у нее не может забеременеть просто так, ну, как обычные люди. Ну, я подумал, в принципе, если человек мне нравится, то люблю его, проблем никаких не должно быть. Я просто видела, что человек серьезный, ко мне серьезно относится, с серьезными намерениями. И такого человека я искала, чтобы создать семью. Короче, Виктор вызывал доверие. Да. Ну, он мне как сказал, мне там в генетике как бы не важно, что там в генетике. Вот я вижу перед собой, как он мне сказал, красивую девушку, с которой мне хорошо. Почему я должен там думать о том, какие там гены, там чебурашки? Вот. В какой момент ты понимаешь, что мама счастлива? Вот так. На данный момент, если у меня был бы такой диагноз, я бы, наверное, закрылся бы, типа, сидел такой, типа, не понял. А так, если считать, что да, она каждый день радуется тому, что есть малая, есть, типа, старший сын, есть любимый человек, которого она любит сильно. Я считаю, что, типа, каждый день надо радоваться, типа. Все? Да, сейчас мы купались, пойдем на суши. Вообще, у меня первый раз в жизни случились взаимные отношения. Он меня окружил такой заботой и вниманием, что невозможно было не полюбить этого человека. Мне было 28 лет. Мы съездили в Крым, там он мне сделал на море предложение, зная уже все обо мне. Планировал сделать красиво там в новом свете, на горе, но это была такая жара, примерно как сегодня, что он так и не решился встать на одно колено на горе и красиво это сделать. Поэтому он мне сделал прямо на пляже. Мы стояли там в переодевалке. Никита, одна женщина отдыхающая спросила, а вы там кушали в том кафе, вот там недалеко? Я говорю, да, там я это заказывала, муж вот это заказывал. Стоит Никита и говорит, мам, ну какой он тебе муж?
это ж просто твой парень. И ведь после этого минут через 10 мне сказал, ты будешь моей женой? Я согласилась. Кольца у него с собой не было. Просто на словах. Вот так просто и обыденно создали семью. Вот. И в 19-м году, когда мне было уже 35 лет, у меня было много времени на размышления на море. Вот. И ходила, читала книги, смотрела на людей с маленькими детьми, позвонила мужу и сказала, или сейчас, или никогда. Вот. Я говорю, иди в банк, подавай заявку на кредит. Мы на следующий день позвонили, записались в клинику на прием. В это время мне подобрали донора яйцеклеток. Про донора. Угу. Вы как специально искали донора? А в клинике есть человек, который этим занимается. Искали похожую на тебя женщину? Как она мне объяснила, у нее есть программа, которая сравнивает фотографии и выдает похожего человека из их базы. Получилось 8 хороших эмбрионов. Вот. Смутно верилось, что я беременна. Это было, да, так удивительно. А тест хранишь ты? Да, у меня есть. Можешь показать? Он на севере. Он на севере. Мне как раз показалось, что у меня есть фотография. Такой человек, который хранит тест. Я храню, да, у меня есть фотография этой. А вы знаете, да, что они еще хотят? Ну да. У них еще там что-то 6, что ли, заложат. 7. 7 штук. 7. А что, возьмут и родят всех 7? Ой, не знаю я. Им воспитывать не мне. Я только помочь могу, вон, картошки с огорода на север насушить. Ты чё? Будешь лежать? Лежать будешь? Ну, отряхивай ее, отряхивай давай. Она научилась отрясать. Встанет и пойдет потрясать, да? Ладушки, ладушки, давай ладушки. Ну, вставай, давай, пойдем цветочки нюхать. Ох, что-то у нас сегодня перетягивает кое-что. Пойдем, бабуля, пойдем чай попьем, пойдем. Пойдем. Не чай, а компоту где-то там в кастрюле. Ты наливала ей? Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 33 исполнилось уже. Хочешь ли ты, чтобы у тебя были дети? Какие, откуда? Когда мне сказали об этой вариации, ну, как патология, как бесплодие, у меня не было какой-то реакции, что «Ой, я бесплодна». То есть прям желания иметь своих детей не было. Может, к 40, к 30, к 40 ближе. Я озадачилась этим вопросом. Ты вообще-то любишь детей? Да. Похоже, что ты любишь детей. Да, Что ты все время с какими-нибудь возишься. Да, у меня, ну, то есть это тоже видит со стороны, и я там занимаюсь репетиторством. Ну, возьми свою тетрадку и ручку. Так, дневник. Ты не знаешь, что делать. Ты уже делала домашнюю? Нет. Букву «Б». Слово. Ага, пишем. Ну, потом и вот это. Угу, пишем. Можно вот два этих. G-H... G. I-J. J. Джек. Да, Джек. Мне мама сказала, что small это короткий. Big. Small. Там. Small. Small. Big. Большой, маленький. Yes. Хорошо. Значит, а что, я без папки приходила? Да. Ой. А скажи, какие у тебя сейчас взаимоотношения с родителями? Ну, я считаю, никаких. Наверное, они считают, что отношения есть. А родители в курсе того, к чему привела эта операция? Ну, отец вообще не знал. Отец узнал 3 года назад. И я принципиально с ним не общаюсь, потому что он ни разу не позвонил и не спросил об этом. Как родители воспринимают тот факт, что у тебя есть интерсекс-вариация? Они делают вид, что ничего не произошло. Сейчас у тебя есть парень? Мы расстались в ноябре. Почему? Не сошлись характерами. У тебя есть проблема во взаимоотношениях с мужчиной, связанная с тем, что ты... Интерсекс? Да. Нет.
Я достаточно общительный человек, я могу... Про него очень нравится моя вот эта вот инициативность. Я всегда выступаю, инициатором знакомства. Но развивают отношения обычно все-таки они. То есть предлагают там более серьезные отношения. Для меня это тоже всегда огромный стресс, страх первого секса нашего совместного. И все это рассказывать. То есть периодически мне это легко получается, периодически, особенно если человек сильно нравится, вот не хочется это рассказывать. А если так нравится, можно и рассказать. Если ты не будешь ничего рассказывать, тебе будет больно во время секса? Во-первых. Во-вторых, это все равно обнаружится. То есть, либо скажут, что я девственница, хотя веду себя явно не так. Что ты думаешь о замужестве? Если как это была моя семья, то нет. Точно нет. Сейчас я хожу на психотерапию раз в неделю. И еще к сексологу. Мне хочется близких отношений. Вот. Да. Я бы хотела. И вот 4 августа 2020 года родилась моя мечта. Мне сказали в родзале: поздравляем, у вас девочка. Родилась наша Эмма. Вот. И услышать первый крик своего ребенка, это, конечно, незабываемо. Голубенькие глазки, светленькие волосы, такие правильные черты лица. Вот. Мне сначала показалось, что она сильно на меня похожа. Потом выяснилось, что она больше похожа на папу. А Витя был? Нет, был карантин по коронавирусу, никого не пускали. Он ее увидел только когда вынесли в день выписки через 5 дней. Он взял в руки и стоял, плакал. Он не мог даже сказать спасибо медсестре за то, что ему в руки отдали ребенка. Он говорит, мне настолько эмоции переполняли, что... Почему плакал? Не знаю, у него такая реакция была. Я первый раз видела, что он плачет. Видимо, радость такая была. От радости. А когда ты ее увидел живьем? Когда забирали с роддома, когда их выписали. И что ты почувствовал, как это было? Сложно описать. Я боялся взять ребенка, никогда таких детей на руки не брал. Мне медсестра ее на руки положила, я не знаю. Я был в шоке, слезы на глазах. Понятно, что это твоя дочка, однозначно, вопросов нет. А что Ольга всего лишь в каком-то смысле женщина, которая выносила и родила. Вас это не смущало? Нет. А почему? Не смущало, я не знаю, я даже об этом и не задумывался. Она родила, неважно, с помощью ЭКО или с помощью чего. Родила в семье, в принципе, это и мой ребенок, это и такой же ее. Довольно вкусно, да? Это вкусно. Скажи, вы что меня все снимаете? На, держи. Ты хочешь еще детей? Да, еще хочу. Сколько? Еще 1 или 2. Скажи, пожалуйста, это любовь или ты не можешь точно сказать? Это любовь. Точно? Точно. На 100%. Когда ты это понял? Это я понял, когда Ольгу увидел вживую, когда я на майские праздники приехал к ней сюда. Я сразу понял, что это любовь. А теперь скажи, зачем тебе понадобилось давать интервью? Почему ты не тихо сидишь и не молчишь в тряпочку? Просто я знаю изнутри, как тяжело переживать эту боль, когда тебе ставят какие-то диагнозы, когда твои диагнозы звучат как приговор. Ты не знаешь, куда двигаться, ты как будто смотришь в глухую стену. И когда ты видишь людей с похожими ситуациями, может, пускай не такой диагноз, не такая вариация, абсолютно может быть другая ситуация. Девушки, женщины увидят меня, скажут, вот у нее же получилось.
У меня тоже все получится. Вот это сметана? Да. Да, я подумаю, да, свой дом иметь. Хотя бы на первое время вот да, уже мысли подкрадываются подсознательно. Говорит о том, что ну надо свой дом иметь, свою землю иметь, да. Да, я бы хотел бы дом иметь и, может быть, в этот дом привести девушку. Да, хотелось бы, да, кого-нибудь встретить. Как ты можешь кого-то встретить на ферме? Ну, вряд ли, наверное, да. Ну, не знаю. Но я наблюдаю своих друзей, парней, которые... Которые что? Ну, общаются с девушками просто. Да, и как бы не общаюсь, как бы... Ну, нету времени, можно сказать, не знаю. Ну, что ты думаешь с этим делать? Ты же смотри, то есть ты же человек, который уже решил очень много сложных и неочевидных вопросов. Вот когда тебе понадобилось сменить документы, непростой вопрос. Ты их сменил. Когда тебе понадобилось сделать операцию, ты ее сделал. Когда тебе понадобилось поехать в Читу, в Москву, ты все сделал. Когда тебе понадобилось найти больше информации, ты нашел. Но почему-то, как только речь заходит об отношениях, сразу ты говоришь, нет времени. Ну, это трудно открываться новому человеку о себе, можно сказать так. Мне кажется, оно само собой же не случится. То есть, да, не случится, да. Ну, надо искать, не знаю. А тебе не кажется, что ты немножко сбегаешь в работу на стоянке? Ну, возможно, да. Есть такое. Возможно, чтобы у него была семья своя или нет? Вот это. Хотелось бы, конечно. Но вот я очень сомневаюсь в этом. Но хотелось бы очень, конечно, чтобы как-то что-то сложилось. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы он всегда один не был. Но один не будет, но в этом отношении, чтобы рядом кто-то был, хотелось бы, конечно. Они здесь попросту не будут кого-то подать. Они воспитаны чуть-чуть. А вот здесь как бы тяжести никакой нету, здесь свободно. Ты знаешь, что надо делать, я делаю, помогаю, как могу. И все. У тебя есть план на ближайшие годы какой-то? План? Или ты так не живешь? Планами я не живу, наверное. Вот сегодняшним днем пока так и живу. Но я старалась принимать решения, принимала сторону всегда Сакто, как он решит, так и будет. Как ему лучше, я объясняла, что во всех решениях мы его поддержим, поэтому в любом случае нужно принимать сторону ребенка. Я бы порекомендовала родителям, что мы же не будем жить эту жизнь за него, поэтому нельзя принимать решения за него, за ребенка, поэтому нужно принять его решение и согласиться. И главное, поддержка, мне кажется, это очень самое главное. Как страшно человеку оказаться одному, еще с его проблемой в обществе. Поэтому нужно родителям помогать ребенку в любом случае. Я как бы
хочу себе здесь, как бы можно сказать, найти товарища, можно сказать, поблизости здесь где-нибудь. И я открыто себя позиционирую, чтобы, хотя бы найти товарища, похожего на себя. Я как бы в Дальнем Востоке, один как бы, в Забайкальском крае, да. Ну и еще с точки зрения, чтобы людям помогать, да. Чтобы люди приняли себя такими, какие они есть. Но я могу с помощью открытия себя, как бы показывая себя, какой я есть на самом деле, хоть как-то помочь нашим товарищам, которые находятся в центральной части России, которые не могут открыться родителям, открыться друзьям, может быть, кому-нибудь так. То есть, в принципе, ты знаешь, что это такое, когда кто-то осуждает тебя за то, что ты не такой, как они бы хотели. И тут ты вот это все рассказываешь. Ты не боишься какого-то осуждения со стороны каких-то чужих людей? Нет. Я просто принял, я понял, что не надо бояться чужих осуждений, потому что ты живешь своей жизнью, как бы, да. Ты живешь для себя, как бы, и чужих мыслей я не боюсь. Почему вы рассказываете об этом свободно? Потому что человеку надо жить с этим, поэтому нужно, чтобы люди принимали все как есть. Оно есть, а куда его денешь? И главное, все это позиция САКТО, поэтому я принимаю и поддерживаю его в этом. А если бы я не говорила об этом, получается, что я уже как-то наполовину его поддерживаю, если не буду его, сейчас говорить об этом. Он же принял решение об этом рассказать, поэтому и просит нас об этом рассказать. Поэтому я поддерживаю его. Что для тебя сейчас самое важное? Сейчас самое важное... самое важное сейчас дедушка, бабушка мне. Им помочь состариться. Без помощи. Чтобы они не были без помощи, можно сказать так. Какой хороший ответ, вообще-то говоря. А тебе лично? Мне лично. Я себе как бы и не делаю. Просто я себя отдаю другим людям, можно сказать, сейчас.